Сегодня я расскажу о всех классах и подклассах террарии, которые были придуманы фанатами и разрабами игры. А значит, здесь будут не только классы из ванила, а также из модов. Я не буду просветлять глупые подклассы на каждый вид оружия, как, например, шахтер или ремонтник. Кто это придумал? А затрону лишь самые главные и более популярные классы. Начнем. Воин. Самый первый класс в террарии, за который игрок может играть, так как еще в начале имеет оружие ближнего боя. Отличается данный класс от всех остальных это больше защитой и уроном, ведь главная тактика на нем это быть как можно ближе к врагам, из-за чего класс почти не нуждается в подготовке к боям, за исключением оружия с дальней атакой, как зенит или сероклинок. Солдат. Подкласс воина и стрелка, подразумевающий совмещение комплекта брони из разных сетов или в принципе то, что нашел, типа ведра или каких-то древних теневых вещей, из-за чего является намного слабее от того же стрелка или воина, но при этом имеет большую мобильность, ведь использует сразу два оружия класса, как и аксессуары. Данный класс в основном используют либо в мини-играх, либо тру-новички. Ассасин. Подкласс с типом брони на воина, выпадающий из короля слизней, а позже улучшенный сет из королевы слизней, из-за чего в теории может быть и просто классом, но к сожалению не имеет как такового оружия, поэтому это лишь подкласс. Главная его фишка это быть как можно незаметнее и меньше получать дамага, поэтому в использование входит крестик, мозг замешательства и обязательно крюк, ведь по сути это и есть тот самый цепник из видео Молвина, но более улучшенная версия. Несмотря на отсутствие как такового сверхсильного оружия, используют вещи восточной культуры, типа сюрикенов, катаны или гильотины на цепях. Только броня и оружие отличает его от следующего класса. Разбойник. Определенный класс из Calamity, в априори несущий в себе большую мобильность и скорость использовать разные брони из мода. Главным оружием этого класса является слабометательное и очень короткое оружие, ведь как мы выяснили, под классом разбойника является ниндзя. В принципе, как и тактика боя на него, то есть нанесение урона из инвиза или из-за спины, что делает этот класс не самым легким. Йо-йошник. Подкласс воина, но уже имеющий только оружие среднего, если не дальнего действия, а именно йо-йо. Так сложилось, что количество этого вида оружия достаточно много, вплоть до того, что на него даже есть отдельные аксессуары, что уже можно считать подклассом. Также йо-йошник среди комьюнити достаточно распространенный подкласс из-за некоторых ютуберов, ряда достижений и такого NPC как скелет-торговец. Стрелок. Официальный класс, подразумевающий использование стрелкового оружия, включая арбалеты, луки и пистолеты, тращи и боеприпасы. Также имеет возможность использовать метательное оружие, как сюрикены и гранаты. Стрелок, в отличие от всех остальных классов, может вести бой с самого длинного расстояния, на которое вообще способен его снаряд. Поэтому в мультиплеере является саппортом, так как в ближнем бою стрелок отлетает за пару ударов и весомо лишь прикрывает тиммейтов или ведет бой на расстоянии. Маг. Класс героя, который начинает развиваться лишь в хард-моде и является, возможно, главным героем большинства мемов по террарии. Сам маг довольно спорный класс, ведь одновременно может иметь и много хп, и много урона, как и полное отсутствие того и другого на разных этапах игры. Особенно если учесть, что маг полностью зависим от своего оружия. То есть, как минимум, ему нужно иметь не одну и не две магические книги, а почти все, чтобы вписываться в концепцию своего класса и использовать свои возможности на максимум. Из-за чего маг является сам скиллозависимым персонажем, ведь безрассудно тыкать на клавиши, как это делает стрелок или воин, нельзя, как минимум из-за небесконечной маны и особенностей снарядов. Алхимик. Сначала я думал, что это подкласс мага, но по факту он не имеет ограничения по использованию брони. Точнее, броня на этот подкласс мультиклассовая, а оружие, которое использует алхимик, это как раз таки зелье и по возможности такое оружие, как токсичный флакон и элемет. Поэтому лишь чуть-чуть это подкласс мага. Ни в террарии, ни в Calamity данный подкласс не развит так хорошо, чтобы что-то еще сказать. Хотя в интернете существует мод, добавляющий NPC, продающих важные вещи для алхимика. Название мода я оставлю в описании. Призыватель. Класс бездельника, имеющий лишь несколько хлыстов и море прислужников, которые делают 90% работы за игрока, в то время как игрок должен либо уклоняться, либо стоять на месте. Призыватель схож с классом мага, как минимум из-за некоторых аксессуаров и зависимости от маны, особенно во время битвы с боссами. Из-за того, что прислужники не наделены хорошим искусственным интеллектом и в априори не имеют большой урон, призывателю приходится отдавать всю прокачку именно им, из-за чего страдает его защита, но после победы над башнями призыватель получает броню из звездной пыли, которая создает тот самый стенд, не занимающий мест прислужников. Метатель.
Отдельный подкласс героя, который как и алхимик существует очень давно, но так и не получил признания от разработчиков. Само название говорит за себя, ведь включает в себя все виды оружия метательного типа, сюрикены, кинжалы, копья, гранаты и так далее. На ваниле не имеет броню за исключением мультиклассовой, в то время как Calamity весь класс стрелка дает бафы на метателя, хотя по факту это всего лишь стрелок с другим типом оружия. Пропустил кое-какой класс, это кликер. Модовый класс, подразумевающий сражения, используя курсоры, которые во время игры ты можешь найти или скрафтить. Это отдельная ветка класса, которая не принадлежит ни одному из 4 базовых классов. Вдобавок, данный класс имеет разные аксессуары, собственную эволюцию, броню и прочее, что есть у остальных классов. Мультикласс. Последний класс, который одновременно не имеет никакой класс, как и наоборот, ведь все зависит от игрока. Calamity на этот случай даже есть отдельное оружие, подписывающееся мультиклассовым. У мультикласса есть также и мультиклассовая броня, о которой я уже делал видео на канале. Но несмотря на это, этот класс используют либо новички, либо проигроки, которым надоело играть за отдельные классы. Хотя при этом люди, которые играют в террарию не больше года, уверены в том, что в террарии нет места для расслабления и игры в удовольствие. А мультикласс — это класс онли нубов. Не забудь посмотреть описание и подписаться на другие мои каналы.